Подарочные бигтаймы. Когда мне удалось привлечь ваше внимание, давайте вкратце обсудим, по крайней мере, на данный момент известные 3 бигтаймовские карточки, которые нам раздадут в рамках праздничной кампании, в рамках даже скорее ностальгической кампании, буквально. Несмотря на то, что оставшихся бигтаймов мы узнаем только в последующие дни, предлагаю с этим, тем не менее, не затягивать и обсудим стартовую тройку уже сейчас. Будет ли она до сих пор играбельной, что у них по цифрам в сравнении с актуальными версиями и насколько это хороший подгон для нас с вами. И в частности для фри-то-плейных игроков. Обо всем этом и не только постараемся поговорить в сегодняшнем видео. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Приблизительно должно быть где-то около 12 бигтаймовских игроков, 3 из которых уже известны. Это Рональдиньо бигтаймовский, это бигтаймовский Франк Райкард и Дэвид Бекхэм. И давайте же начнем с волшебника. Отдельный ролик с его карточкой, вот именно бигтаймовской, был на этом втором канале, между прочим. Тогда он был представлен в качестве левого нападающего со стилем креативный плеймейкер. И, как по мне, это даже лучше, чем продуктивный вингер у его эпической версии, которая выходила на старте 25-й части. Поскольку продуктивный вингер позволяет заиграть его только на фланге нападения, тогда как креативный плеймейкер позволяет заиграть его аж на целых 3 позициях. Это и ЛН, это и ОФ, это и АПЗ. Как раз таки те самые 3 доступные позиции, которые есть у этой карточки. И учитывая, что у Рональдиньо для флангового нападающего, будем честны, не самые высокие цифры, они неплохие, но и как будто бы их недостаточно, наверное, Рональдиньо будет актуально заигрывать именно на АПЗ. И поэтому вот этот стиль для этого более чем подходит. С другой стороны, вам никто не мешает его немножко перекачать, убрать пару цифр с дриблинга на скорость, и, возможно, на фланге он будет здорово смотреться. Сравнивая эти 2 карточки по имеющимся цифрам, нельзя сказать, что одна или другая в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Разброс по цифрам у них примерно одинаковый. Суть лишь в том, что у эпической карточки чуть больше уровней, у нее имеется 2 буста, которые, накидывают пару-тройку цифр, чтобы было побольше, чем у бигтайма. Но какой-то существенной разницы, чтобы где-то один скилл был желтым, а у другой версии этот же скилл был зеленым, такого особо не наблюдается. За исключением 2 скиллов, это пас навесом и исполнение стандартов, которые у старой карточки даже получше, чем у новой. С другой стороны, они не сказать, что прям сильно на что-то влияют. Как по мне, наиболее ключевые скиллы, которые можно и стоило бы сравнить, это баланс тела, выносливость, скорость с ускорением, подкрутка и реализация. И если посмотреть на цифры обеих карточек, старой и более-менее актуальной, то разница, это не сказать, что существенная. Они находятся в одном диапазоне, а именно зеленоватом, некоторые даже в бирюзовом, и разницы в каких-то, там в 5-6 цифр особо не наблюдается. Наверное, единственное преимущество новой, такой актуальной карточки я бы отметил в большей устойчивости. Да, конечно, она не в зеленом диапазоне, но она как минимум на 5 цифр больше, чем у предыдущей, что, конечно же, не помешает. С другой же стороны, все остальные аспекты, конечно, у новой карточки тоже получше, но я бы не сказал, что это прям играет существенную разницу. В конце концов, моделька та же самая, это вам не карточка за сборную Бразилии, у которой слегка измененные характеристики, у которой другой фейс, это по сути один и тот же игрок. Поэтому я бы не сказал, что эта карточка чем-то хуже на фоне более актуальной версии, эпической версии за ту же самую Барселону. То же самое можно сказать и про Франка Райкарда, и вот сразу же стоит отметить существенный минус его старой карточки, бигтаймовской версии, а именно стиль, тогда как у эпической версии это разрушитель на позиции опорника, у старой версии это дирижер, также на позиции опорника. А учитывая, что мы привыкли наблюдать Франка Райкарда вот именно что таким вот разрушителем, который именно призван устраивать ад в опорной зоне для нападающих соперника, дирижер смотрится как-то странновато. Но, думаю, дополнительное указание на защиту для Райкарда, будучи дирижером, и многие из вас даже не заметят этой разницы в стилях. Что же касается разницы в цифрах, то она также не самая существенная
существенное. Да, общий рейтинг у новой карточки заметно выше и на ЦЗ, и на УПЗ, тогда как у старой карточки он ограничивается лишь 102 пунктами. Но в большинстве своем скиллы-то не сказать, что прям сильно различаются. Пас низом у старой и новой версии в принципе одинаковый. Игра головой тоже почти что одинаковая. Скорость также сильных изменений не претерпела. Основная разница лишь в оборонительных скиллах. Умение защищаться у дирижера чуть-чуть похуже, чем у разрушителя. И я подозреваю, что как раз таки дело в стилях. Поскольку при наличии стиля дирижер, Konami решили сделать акцент немного на иных цифрах, поэтому оборонительные чуть-чуть ему не дожали. Но думаю, это не так уж и критично для геймплея. Моделька сама по себе хорошая, крепкая, и в конце концов никто не мешает отобрать пару баллов с пасов или с дриблинга и накинуть их в защиту, если вот даже таких цифр при такой-то модельке вам будет не хватать. А поэтому я также считаю, что старая бигтаймовская карточка, за исключением момента со стилем, также ничем не хуже более актуальной эпической версии. Из всей этой троицы сомнения вызывал разве что Дэвид Бекхэм, поскольку эта бигтаймовская версия представлена исключительно для игры на фланге, будь то будучи полузащитником или фланговым нападающим. Но второй вариант мы сразу отметаем, потому что скоростные цифры у Бекса просто ужасные. Ну правда. Однако, когда я решил сравнить эту бигтаймовскую карточку с его эпической версией, а именно в возрасте 29 лет, я понял, что разница между этими карточками также, не прям таки глобальная. Единственное преимущество эпической карточки, которая, кстати, тоже достаточно древняя уже, единственный ее плюс заключается в ее скорости. По-моему, это один из самых быстрых Бекхэмов, который был в игре. Он не сказать, что прям отличался какой-то фантастической скоростью, но, по-моему, эта карточка у него одна из самых быстрых, которые были. А так, сравнивая цифры, прям какого-то заметного перевеса в конкретных скиллах у них также не наблюдается. Да, разве что у Эпика имеется и буст, и получше цифры у него на старте, без прокачки лучше проставлены, а поэтому даже при меньшем количестве уровней эпическая карточка и по совокупному рейтингу выше, и в целом как будто бы предпочтительнее смотрится. Но, повторюсь, в целом диапазон он сохранен такой же. Зеленые цифры на взаимодействии с мячом, бирюзовые цифры на пасах, на подкрутке, выносливости и силе удара. Поэтому я бы не сказал, что этот Дэвид Бекхэм прям ужасен, несмотря на то, что общий рейтинг у него сейчас вот на уровне с какими-нибудь бесплатными шоу-таймами. В принципе, здесь играет роль и сама моделька, и цифры, под которые он заточен. А он заточен именно для того, чтобы бороздить бровку и спамить навесами на каких-нибудь головастиков. И можно сказать, что этот ролик в первую очередь был предназначен для того, чтобы развеять некоторые мифы в отношении бигтаймовских карточек. Да, они уже 2-3-летней давности, поскольку это одни из самых первых бигтаймовских карточек, которые выходили. Но даже так, по сей день они более чем играбельны. Это не легендарные карточки, у которых рейтинг еле-еле дотягивает до 100 пунктов. Опять же, тут играет роль и сама моделька, которая, наверное, получше будет в сравнении с какими-нибудь нынешними футболистами. Ну и как мы могли убедиться ранее, в сравнении с эпическими версиями, разница, может быть, и имеется, но я бы не сказал ее прям ключевой. Да, некоторые цифры получше, но опять же нет такого, чтобы разница была в 10 пунктов, и поэтому я могу сделать вывод, что эта разница, не губительна для старых карточек. Ну и думаю, что все мы должны с вами понимать, если игрок стабильно донатит, он донатит достаточно часто, то любые подарочные карточки, будь то подарочные эпики или же бигтаймы, для него будут намного слабее его нынешних актуальных эпических версий. Впрочем, даже на своем донатном аккаунте я был бы не против обзавестись тем же самым Райкардом, потому что моделька у него прикольная. Ну а что думаете вы касаемо этой тройки? Кого из представленной тройки вы хотели бы увидеть у себя, или же какого-нибудь другого бигтайма, которого еще не анонсировали, об этом и не только, пишите в комментариях. Поддержите это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на наш второй канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!